На площадке Чернобыльской атомной электростанции находятся два самых узнаваемых в мире объекта. Из архитектурных сооружений они давно превратились в легенды и мифы. Первое сооружение, безусловно, саркофаг, а точнее объект укрытия над разрушенным 4-м блоком ЧАЭС. Символ трагедии и беспримерного мужества ликвидаторов. Второй объект – арка нового безопасного конфайнмента. Лучший образец консолидации технических и экономических возможностей человечества в преодолении техногенной катастрофы, символ доброй воли мирового сообщества. В этом году на выставку МАГАТЭ в здании ООН впервые пригласили Украинское госагентство по управлению зоной отчуждения. Перед подготовкой материалов стенда перед специалистами Чернобыльской атомной электростанции поставили задачу создать макет укрытия. Но руководство ЧАЭС приняло решение сделать не просто традиционный макет, а программное приложение с виртуальной аркой НБК и всего того, что она укрыла под собой. А это значит и объект укрытия, и разрушенный 4-й блок ЧАЭС. Специалисты отдела информационных технологий и отдела стратегического планирования Чернобыльской атомной электростанции объединили два уникальных объекта в одно приложение, где используется взаимодействие реального мира и виртуальных объектов. У данного приложения есть свое уникальное название – Арка AR. Теперь любознательный владелец смартфона или планшета может рассмотреть в мельчайших подробностях арку и грандиозный комплекс нового безопасного конфайнмента, инженерное чудо, которое воплотило в себя сотни идей и десятки инновационных технологий. Не менее впечатляющий объект укрытия, а также увидеть, как выглядит сейчас малоизвестные помещения и конструкции разрушенного 4-го блока Чернобыльской АЭС. Дизайн разработал Игорь Лешеленко, автор нынешнего графического логотипа Чернобыльской АЭС и города Славутич. Разработкой макета арки занимался Антон Гаврилин. Мы занимаемся тем, что моделируем вообще объекты ЧАЭС. Это наша одна из основных задач на сегодняшний день. Вот конкретно сейчас и вот в этом году мы параллельно с проведением КИРО внешних объектов мы стараемся сделать все модели внешних наших сооружений. Это для того, трехмерная модель – это источник сохранения информации и ее представления. Более эффективный, чем, к примеру, пачка чертежей. Давайте представим, если это какое-то сооружение, и вам приносят пачку чертежей, а иногда ведь и чертежей нету у нас, не сохранились, или они там в каком-то виде. Не каждый человек далеко может прочитать эти чертежи и разобраться с ними. Трехмерную модель можно покрутить, повертеть, показать с разных разрезов. Это ускоряет процесс ознакомления человека с объектом. Благодаря его профессиональному опыту, методичности и скрупулезности виртуальная модель сделана настолько точно, что видны самые незначительные приспособления и механизмы нового безопасного конфайнмента. Моя ответственность и часть работы – это то, чтобы была разработана трехмерная модель. В данном случае мы разрабатывали модель арки и объекта укрытия. А происходит, как и обычно. Обычно, когда мы моделируем какой-либо объект Чернобыльской АЭС, мы начинаем с того, что собираем информацию об этом объекте, та, которая существует у нас на местах. Можно ведь, не вставая с рабочего места, найти институтом. Рабочий прототип этого приложения был создан примерно месяца через 2. Но это был прототип. То есть это арка не ездила никуда, там как таковой арки еще не было, функционала тоже как такового не было. И спустя, наверное, месяца 3 еще или 2
уже в принципе более-менее готовое было приложение создано. Стремление к совершенству. пошло не так. Именно так стоит охарактеризовать Создали работу тоже. молодого инженера-программиста Олега Михайлова, написавшего код нашего приложения. У нас 37-я версия только самой модели. Очень много изменений было сделано. Достаточно большая работа была проделана всеми участниками данного проекта. Приложение Arc AR больше не будет никаких, я так предполагаю, что не будет никаких других 3D-моделей добавлено туда. Нет, обновление будет. Планируется, по крайней мере, обновление, над которым я сейчас работаю. Благодаря приложению Arca можем AR увеличить это всё. познавательная инструкция по помещениям 4-го блока, саркофага и НБК происходит в любое время, в любом месте и, что немаловажно, без опасного воздействия радиации на организм. Подробные инструкции, как можно загрузить и использовать приложение, даны на официальном сайте ГСП-ЧС. На данный момент скачано больше 1000 раз приложение. Это на 2 платформах, на Android и на iOS. Если вы загрузите это приложение нашего и наведете устройства на мы видим специальное изображение, арку. у вас на столе появится трехмерная модель арки. Она сначала будет двигаться в сторону разрушенного движка. блока, укроет под собой объект укрытия. Затем с помощью кнопку, имеющихся которая кнопок можно открывает убрать арку. обшивку арки, рассмотреть можем внутреннее устройство приблизить. нового безопасного Это всё конфайнмента. рассмотреть. А можно пойти дальше и убрать легкую кровлю объекта укрытия, увидеть поврежденный реактор 4-го блока. У вас получится Эта такая модель машина времени, интерактивная, которая соответственно, показывает мы можем преодоление её последствий перемещать куда нам угодно. самой крупной техногенной катастрофы можем 20 увеличить это века. всё. Следующий проект, который запланирован к реализации – виртуальная модель города Припять. Приложение находится только на первоначальном этапе, то есть сейчас проверяется, насколько сложную можно загрузить модель Припяти, насколько детализированную, чтобы телефон адекватно мог справиться с этой моделью. То есть вот примерно на таком этапе сейчас этот проект. Руководитель проекта, заместитель директора технического по безопасности Александр Евгеньевич Новиков, как и все, кто работает над проектом, убежден, что память о городе атомщиков не должна кануть в вечность с его неизбежным разрушением. Потомки должны знать о городе, пережившем техногенную катастрофу, понимать, какой ценой была ликвидирована авария, помнить о людях, которые жили в этом городе и работали на Чернобыльской атомной электростанции. Ну, конечно, Припять не чужой город. Уже те модели, которые у нас на сегодняшний день есть, уже интересно посмотреть. Можно найти домик, в котором ты жил, там окошко. Ну, надеюсь, что получится что-то интересное. Конечно, не хотелось бы спешить. Вот Олег правильно говорит, что каждый день технологии развиваются. Надо придумать, чтобы это было интересно.